Ну что, мои прекрасные, да, сегодня снова будем исследовать с вами отношения, начало весны, что-то хочется, да, бабочек, радости в сердечке у меня. Тоже вот смотрю за окном, небо голубое в кои-то веке. Вчера, кстати, тоже был что-то, да, грачи скоро прилетят. Ладно, давайте смотреть. Хотела поболтать с вами, но даже и не знаю, я что-то записала сегодня 7 главу манифеста. И что-то подустала, честно говоря, на длительные болталки. Ну, между тем, конечно, всех зову, потому что проект крутейший. Мне вчера это еще подтвердили, потому что так случилось, что я его немножко презентовала. И мне говорят, блин, говорит, вот все вот так бы писали, как ты с горящими глазами. Я говорю, да, я его пишу с горящими глазами. Да, меня действительно от него просто выносит настолько, что я на 24/7 готова говорить, и пространство показывать людей, которым это все интересно, не да, вау, круто. Я говорю, да, а мы вот прям делаем крутые вещи. Вот. А еще фразу вам хочу подарить. Но это про то, что если мы ведущие, мы должны давать об этом знать окружающим, потому что они должны знать, с кем не имеют дела. Мне прям нравится эта фраза, и мне кажется, это касается абсолютно всех помогающих практиков, особенно тех, кто прям практикуют. Потому что качество же энергии разное, вы же поймете, да, что мы меняемся мы сильно. Ой, слушай, не соответствуем, наверное, да, окружающим. Это правда может опугать. Ну, а поскольку кодекс, да, наш, ведущих о том, что мы все творим в состоянии безопасности, блага, все уже, да, момент этический, но мне кажется, нужно немножко от людей экранироваться все же, чтобы их не зашибить ненароком нашими просыпающимися энергиями. И вот такая, знаете, дилемма вот для женщины ведущей, женщины, которая пытается разобраться в себе. Вы 100% пытаетесь разобраться, вы иначе не смотрели бы расклад. Важны ли отношения, да? Важна ли любовь, да, в жизни женщины? Ну, нужно ли класть себя на алтарь чувств? Потому что мы сегодня тоже будем в этом разбираться. То, что есть мнение такое, что если женщина про магию, то ей запрещено класть себя на алтарь чувств. И то, что она чувствует по отношению к мужчине, это низменное, а вот к богам, богиням это высокое. Ну, вообще, на самом деле нет. Все совсем не так. И из моей практики я хочу сказать о том, что опять же, люди, которым удается нормализовать свои отношения, понять истинную роль все уже, да, друг друга, то это же тоже про обретение внутренней силы, да, пазлики мы все расставили и пошли жить свою счастливую жизнь. Ну, если опять же не получается счастливую жизнь, как бы вы немножко далеки от колдовства, потому что не совсем понимаете, как оно все работает, вот, могу позвать вас в проживание сначала старших арканов, да, потом младших. Но это путь в долгую, сразу говорю, потому что это 78 лекционных частей на каждый аркан, 78 медитаций. Есть ли что-нибудь лучшее по погружению непосредственно, я не знаю, правда. Ну, я просто знаю, что после того, как я там несколько лет назад выпустила тестовый, да, пилотный проект, я же прожила полностью, я знаю, что были какие-то подражания, это все пытались там продавать в какие-то VIP-группы, это ничего не залетело и не зашло, потому что, ну, как бы меня скопировать невозможно, как и я другого автора никогда бы не стала копировать. А вот первоисточник на самом деле находится здесь. Может, вы что-то слышали про проживание? А первоисточник именно на 78 арканов находится у меня, потому что до этого нигде на YouTube этого точно не было. И это можно даже подтвердить документально, потому что, как вы понимаете, все видео, которые там датируются, там всегда можно все посмотреть. Так что первоисточник, ребят, перед вами. Все, давайте из первоисточника смотреть, какую же вы роль, да, играете, ну, в отношении друг друга, в жизни друг друга. На 2 стопочки будем раскладывать с вами картишечки и анализировать. Итак, первый камень зеленый, второй синий и третий оранжевый. Призову высшие силы помощники, да, помочь мне открыть информацию для вас. Все по правилам сегодня будем делать, по скриптам магическим. Готовы ли колода с нами работать? Да, что-то будет сообщать нам страшный суд. Да, мне кажется, ей нравится со мной работать. Кажется, я лучше вообще, что могло встретиться на ее пути. Все ирония. Камень выбрали?
В инфобоксе время начала вашего видео, там же ссылки все на наши закрытые проекты. Их там достаточно большое количество, вот, можно со всем этим ознакомиться. Это все программа лояльности. То есть она вам доступна по подписке, потому что там есть и финансовые марафоны, и есть и проживание арканов, и большой проект образовательный, который называется «Манифестное пробуждение внутренней силы», и в том числе это еще курс по практическому традиционному колдовству с использованием атрибутики, естественно, с техниками безопасности. И, да, вот. Ну, там, конечно, больше азбука, но все же, по крайней мере, вы такие подкованные, крутые выходите с этими знаниями, что вам уже не страшно серый волк. И я вот рада, всегда моих девочек и мальчиков видно просто за километр. Чувствуется, потому что энергетически прям мое наследие. Окей, ну что, давайте смотреть. Перетасую колоду, напоминаю, что работаем на прямых позициях. Колода сегодня у меня дебютировала уже в раскладе. Называется она «Дары моря», по-моему. Ну, короче, на морскую тематику. И там, кстати, внятные быка. Ну, как бы внятные быка, потому что там прям описывается сюжетная линия вся. Я, конечно же, не читала благополучно. Вы. Вот такая сигнификация, поскольку мы разбираемся в ваших отношениях, она будет у нас на 3 картах, на старших и младших арканах. Я больше такое люблю, чем короли, дамы, там, жезлы и прочее. Ну, в смысле, эти карты двора. Кто вообще передо мной? Женщина умная, знающая, вот такая медуза. Да, медуза тут вот в тихом омуте черти водятся. Медуза Горгона такая, знаете ли, потому что знание приумножает скорбь, как часто мы говорим, да, то есть горе от ума, кстати, может быть еще такая интересная карта жрица, верховная медуза, такая, знаешь, если цапнет, мало не покажется. Красиво, да? Вот у тебя получается исходящий поток, нисходящий поток, прям передали информацию. Жрица передо мной. Вот 100% жрица. И такое ощущение, что вы либо на пороге новой жизни, на пороге открытия новых знаний, на пороге, возможно, своих трансформаций, либо уже сейчас вы как будто, знаете, немножко в другом измерении относительно других людей находитесь. Вот жрица, как бы карта страшного суда, да, то есть либо я эти знания уже, которые получила, да, относительно жизни, я это все применяю. Сейчас посмотрю, почему страшный суд. Может быть, вы правда выдерживаете некий кармический экзамен, а потому что у вас сейчас экзамен на любовь приходит, или вас накрыло, или вы пытаетесь на самом деле понять, что вы человек, который пришел в мою жизнь, да, что же я для него значу, что же он для меня значит, и, скорее всего, 24/7 ты человек в вашей голове, иначе карта страшного суда не была бы, накрыла вас все же по этому королю кубков. Вы действительно, у вас есть любовь в сердце, это очень сильная любовь, эта любовь, она много для вас значит, скорее всего. Как-то она, видимо, вас не отпускает. Ну, а кто-то из вас, знаете, прям ждет вот эту любовь, и очень, как вам сказать, вам очень важны какие-то ее правильные проявления, может, кармические, потому что вам правда кажется, что человек, который должен прийти в вашу жизнь, прям спасителем должен быть, вы именно такую любовь ждете. Ну, спасителем, получается, вас от дракона, хотя вы сами дракон. И вот чуть не очень по энергии жрицы дракон. Ну, давайте так. Вот этот человек, на которого вы смотрите, он вообще как вас видит? Как он вас видит? Как он вас видит? Ну, слушайте, скорее всего, как что-то загаданное, что-то новое, что-то похожее на то, как вот, может быть, кто-то откликнулся там на его какие-то просьбы, визуализации, там, может, еще что-то, да, то есть воплощенное что-то в реальность. Да, 8 кубков, не очень хорошая карта, но обратите внимание, что он как бы идет в новое все же. Если мы говорим о том, что как он вас видит, это больше, наверное, как глоток свежего воздуха, да, как что-то новое в его жизни. Да? Вот. После периода, скорее всего, некого отшельничества, да, он вас видит как что-то новое, как, может быть, вот сидел он в своей вот этой раковине отшельник, паж пентаклей. Потому что
У меня нет ощущения, что у этого человека есть брак или какие-то долгосрочные отношения, потому что если есть, то вряд ли это ваш расклад. Ну, максимум, может быть, знаете, он может там разведен, у него там сын, там, может быть, или дети-подростки. Такое может быть, но я его не вижу в содружестве с женщиной, потому что рядом с ним нет женской энергии. Рядом с ним сейчас нет женской энергии. Может быть, у этого человека есть какой-то наставник, знаете, или он какие-то книги читает, или больше вот на пути какого-то духовного самосовершенствования. Может, учится. Сейчас еще посмотрю. Но все-таки же вопрос, как он вас видит, а он больше про себя рассказывает. Больше, наверное, знаете, как вот в каких обстоятельствах, может, как-то с вами общается, потому что он больше про себя рассказывает. И я вот понимаю действительно вот эту энергию жрицы вашей, потому что я тоже не могу сказать, что вы очень включены там в его жизнь сейчас. Хорошо, давайте, как ему кажется вообще, да, как вы включены в его жизнь сейчас? Интересно вообще. Это что-то земное, присутствующее, ценное, королева Пентаклей. Жена ли? Вот здесь мне интересно. Вот интересно, потому что по тройке мечей вы можете быть как женщина, которая ограничивает его путь, получается, да? А может быть, как недостижимо еще, да? Королева Пентаклей, тройка мечей. Вы чужая жена, что ли? Королева Пентаклей, тройка мечей, паж мечей. Ну, я говорю, что он может за вами как-то вот наблюдать по пажу мечей, как издалека. Может быть, он младше, может, он как-то ресурсов что-то сильно меньше. Ну, как-то... А я даже не могу сказать, что я сильно здесь вижу вашу связь. Вот вас, значит, накрыло человеком, а человек видит вас недосягаемым. Угу. Хорошо, давайте так. А как он видит вообще ваши отношения? Королева жезлов, восьмерка жезлов. Ну, как видит отношения? Либо это какие-то все-таки встречи, да, смотри, королева жезлов и восьмерка жезлов. Свидание, да? Королева жезлов, восьмерка жезлов. Может, на расстоянии, знаешь, может, там дорога какая-то, может, он командировочный, что-нибудь, не знаю. Вот, что у нас еще, как он видит ваши отношения? Да, что-то по лайту, по легкости, сильно-то не привязываться. А вас накрыло, да? А вас накрыло. Ну, хорошо. У нас же вопрос вообще, да, кто он в вашей жизни, да? Кто он в вашей жизни? Какую роль вообще играет? Знаете, что сделаем? Мы посмотрим положительную и отрицательную. Да? Положительную роль какую играет в вашей жизни человек? Положительную. Слушайте, наверное, вот он должен в вашей жизни встретиться, чтобы что-то закрыть, перекрыть и образовать некий тупик. Потому что, может быть, вам туда дальше не надо. Четверка мечей. Четверка мечей нет движения, но вы должны пережить этот застой. Да? И это для вас почему-то положительный фактор. Может быть, это блок, может быть, это расстояние, может, это невозможность построить отношения с этим человеком. То есть он не должен, по идее, быть в вашей жизни четверка мечей. Ну, не должен быть четверка мечей как-то, да? Нет, движение какого-то. А почему так? Почему для вас это положительный момент, что он не должен быть в вашей жизни? Ну, слушайте, либо это ваше какое-то личное преодоление, да? Пятерка жезлов. Почему не должен быть? Почему это положительный момент, четверка жезлов? Ясно. Тут вот какая такая, смотри, история. А что ты хочешь на самом деле, да? Потому что вот с этим человеком происходит прям переоценка твоих ценностей, да? Твоих отношений, с противоположным, соответственно, полом. От того ли я хочу, а зачем оно мне надо?
Это, наверное, некий момент на проверку внутренних желаний и внутренних потребностей, да? Потому что с этим человеком тебе сложно выстраивать отношения, и ты заведомо выбираешь, чтобы здесь вот все-таки взять ресурс. Какой ресурс ты можешь из этого всего взять и что понять? Двойка мечей, влюбленные. Что, может быть, тебе что-то не дается, потому что по факту тебе это не надо. Может быть, тебе больше должны дать, понимаешь? Или на другое направление жизни нужно обратить внимание. Давай так, какой ресурс ты получаешь, когда ты не с этим человеком? А ты получаешь выбор какой-то, понимаешь? Выбор. Башня. Потому что вот здесь вот какой-то, смотри, прям момент зацикленности. А поскольку, видимо, не получается с ним выстраивать отношения, тебе дают просто вот выбор, да, тебе дают какое-то легкое отношение, да. Ну, значит, тебе это надо. Это положительный момент. А отрицательные моменты вот в твоей жизни это о чем? Сила? А почему сила отрицательный момент? Сила, семерка жезлов. Семерка жезлов. Слушай, ну понятно. Короче, смотри, отрицательный момент это в том, что действительно здесь женщина, она сама все это на себя тащит. И почему еще лишает выбора, и ей кажется, что вот это лучшее, что может быть, не накрыло, и кармически, и так далее. И она себе не разрешает посмотреть в другую сторону. А когда она смотрит в другую сторону, она видит отношения к себе еще и других мужчин, потенциальных партнеров, да, и явно оно лучше, и те ресурсы, которые они могут дать, и тот энергообмен, который может между вами случиться, он правильнее, да, чем с тем партнером, на котором ты зациклилась, на которого сейчас смотришь расклад. Понимаешь? Ну что же, давай перейдем тогда к тебе. Что хорошего ты даешь партнеру, что плохого ты даешь партнеру, да? Хорошего что даешь? Посмотри, ты уверенность в себе, это карта Солнца, да, это действительно возможность выстроить какие-то красивые, грамотные, крутые отношения. В общем, смотри, ты для него действительно можешь быть вот той удачей, то есть еще был туз пентаклей, бинго было бы, да, которая исполняет его желания. Потому что карта Солнца это очень светлая карта. Это карта прям родства душ и прочее. Вот что еще хорошего, да, Солнце, мир. Да, ты даешь ему действительно возможность обретения семьи, обретения желаемого, да, обретения дома, может быть, своего, обретения там любящей женщины. То есть вот это вся красивая история. И понимаешь, что он в этом может быть успешен с тобой, правда, да, там карта колесницы, вот, но вот в какой-то момент он может от всего этого отказаться, в том числе еще отказаться и от тебя. Потому что, скорее всего, что придется что-то для этого делать. Да? То есть, посмотрим, в какой-то момент может не выбрать любовь, потому что слишком сложно ее реализовать. Но правда она с тобой возможна. Она с тобой возможна. Ты это все знаешь, потому что ты сильно умнее и пожрица, чем вот этот персонаж, на который ты смотришь. Хорошо. А отрицательные моменты, которые ты привносишь в его жизнь, а ты знаешь, скорее всего, настолько упрощаешь его жизнь, что ему прикольно не взрослеть, понимаешь, по пажу жезлов. Ему прикольно быть вот этим вот вечным. Знаешь, как вечным хорошим мальчиком, которого как бы хвалят, да, которого не ставят в условия, когда он что-то не дотягивает, что-то не может, что он там должен как-то развиваться, что-то, может быть, я не знаю, заслужить. А какой тонус, понимаешь? Потому что с тобой нет вот этого тонуса. То есть у тебя нет «но», у тебя безоговорочное принятие, у тебя нет такой «ты хороший, но», «ты там красивый, но», понимаешь? А ему, скорее всего, это надо для роста, да? Вот какой-то момент немножко, когда мы его там держим на расстоянии. Потому что слишком у него все хорошо, да, слишком хорошо, и как бы нет вот этого кризиса внутреннего, который позволяет человеку расти. А что нужно сделать, чтобы ты дала, условно, ему этот кризис? Император, двойка жезлов. Дать им возможность самому принимать решения, а как это с твоей стороны должно быть?
король пентаклей повешенный. Ну, такое ощущение, да, что ты не даешь ему возможности прям действительно проявляться как император. Или он просто тупо, знаешь, сама не знает как. Сама, говорит, не знает как. Девятка пентаклей, рыцарь жезлов. Слушай, с одной стороны, ты как бы все делаешь правильно, потому что за счет того, что ты качаешь ему самооценку, в теории он может вырасти, да, из пажа там жезлов, короче, какую-то значимую фигуру. Но там непонятно, понимаешь? Там вообще ничего не понятно, потому что он может это всего не выдержать, да? То есть вот ему, в принципе, дают очень много, а он же может не выдержать. Ему-то кажется, что он классный, крутой, потому что ты, может быть, поддерживаешь его, да, может, он энергию там твою женскую чувствует. А по сути, вот эта энергия пятерка пентаклей, то есть он не может это не выдержать. У него уже сердечко, знаешь, не выдержать приступов радости. И, там. И ревность, ты понимаешь, у него присутствует, он не будет тебе об этом говорить, да, потому что, давай так, объективно, он ценность понимает, но не знает, что с этим делать. Он, правда, не знает, что с этим делать, потому что была бы ты попроще, было бы, правда, ему проще. Ну, вот такая вот позиция. Такая позиция. Ладно, давайте дальше смотреть. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Какую кто роль в чьей жизни играет. Да? Напоминаю, что расклад потоковый, я просто разговариваю с пространством, поэтому положение некоторых карт может не совпадать. Просто у меня задача же прочувствовать, что там у нас в пространстве в первую очередь. Так, хорошо. Вы. Быстрее, выше, сильнее. Карта шестерка жезлов. Либо нам нужно заслужить постоянно это одобрение, либо просто мы живем в каком-то бесконечном цейтноте, да, там погоне за какими-то благами, заслуживанием народной любви, как я называю, да, шестерка жезлов для меня, да, то есть вот я батя в здании, да, шестерка жезлов, повешенный, или желание, да, желание, но при этом нас может одолевать, например, самозванец, потому что повешенный. Короче, смотрите, либо мы чего-то достигли, нам это неинтересно уже по повешенному, ну, это вот какой-то вот момент проклятия женского такой, знаешь, когда это по инерции. Вот тебе может нравиться внимание мужчин, всяко разных, ну, прям по инерции, да, то есть ты там с ним ничего, кашу там не сваришь и не видишь его там, не знаю, ни другом, ни любовником, но просто вот тебе прикольно флиртовать, к примеру, да, вот повешенный. То есть я не могу остановиться, у меня есть какой-то азарт, у меня есть какая-то одержимость, я не могу остановиться. Да, повешенную шестерка мечей. А перехода на следующий уровень нет. То есть вроде во мне все хорошо и замечательно, я все про себя знаю, а вот перехода на следующий уровень нет. То есть как бы нет мужчины, который возьмет условно за тебя, может быть, ответственность, как кажется. Да? Нет мужчины, который видит там настоящий, да, то есть вот бутафорский корабль горит, или все уже опоры там разрушены, соответственно, вот хочу дальше. Бывает еще такое, что мы в таких энергиях сидим как бы замужем, да, но того самого, кто нас спасет из этого замужа, как-то не находится. Что такое? А он, давайте смотреть, кто он. Да что ж такое, опять карта шута. Мне кажется, она такая самая популярная в этой колоде. Смотрите, какой крутой дельфин. Ну ладно. Шут, отшельник. Вот такой холостяк по жизни. Опять это, знаете, как эта карта-то была? Девятка жезлов Монары, когда мы пытаемся с человеком, который не подходит для отношений, которые нам надо, да, заведомо, выстроить, короче, вот отношения. Мы пытаемся продавить пространство, чтобы именно он стал вот этим нашим спасителем. Давайте так, а он живет, рассчитывая сам на себя. Он живет, рассчитывая сам на себя, или, соответственно, возможно, ему кто-то финансово там помогает. Может, мама, может, бывшая жена,
может, еще, может, чуть на кредиты на какие-то живет. Ну, что-то вот. Может, он просто младше вас, и как-то у него другое отношение к жизни. Но я тоже не могу сказать, чтобы он прям сильно кого-то вписывал, да, в свою жизнь. Давайте так, у вас что в личной жизни? Вы пытаетесь держаться за потухшие факелы, что ли? Ну, это вот классика жанра, да, прям вот говорящая карта. Когда говорила о том, что это девятка жезлов, да, Монара, когда она там хватает его там за причиндал, он смотрит в другую сторону. Это когда мы пытаемся во что бы то ни стало, да, продавить пространство, да, и выстроить отношения или там получить желаемое, да, от тех, кто на нас не обращает внимания. То есть момент вот этого отвержения присутствует. Так вот и здесь, скорее всего, когда вы это вергли, да, то есть либо эти ретроградные какие-то истории сами пытаетесь вспоминать, либо вас эти все ретрограды вспоминают. Ну, это, видимо, какой-то, знаете, период сейчас вот в вашей жизни, вот, но вы сейчас хватаетесь за потухшие жезлы. Потому что, скорее всего, ищете какие-то варианты, да, сейчас для себя. Ищете какие-то варианты, с чем связаны. Чтобы вытащить саму себя из забвения, да, чтобы саму себя вытащить из забвения, чтобы, ну, заново, условно, почувствовать вот эту энергию шестерки жезлов. Но тут смотрите, какой момент. Тут женщина немножко манипулятор, потому что женщине нужно воспламенить мужчину, чтобы он что-то для нее сделал, да. Она сама не может или не хочет. А что конкретно он должен сделать? Семью ей дать, новую семью ей дать, может быть, смотрите, новый кров, да, шестерка кубков. Или вот эта вот вся история про то, что вы пытаетесь воспламенить потухший жезл, а мужчина бывший, да, может быть, бывший муж, кстати. Ну, человек, с кем действительно вы пытались выстроить отношения, или с кем ребенок там есть. Либо это про то, что, собственно, дети есть от прошлого брака, а мы ищем нового папы, к примеру. Ну, понятно, что, по крайней мере, человека, который нормально к нашему ребенку будет относиться. Сказать, что здесь завидная позиция, по второму варианту нет. Потому что женщина, во-первых, это все делает из недостатка, у нее самой нет. И она пытается найти, у кого есть, да, но почему-то ориентируется на тех, кто ей давать не хочет. Потому что у меня ощущение, что в приданое с вами мужчина получает еще всех ваших тараканов от прошлого. Да, еще, скорее всего, там будет кругленький счет потом на терапию. Вам, да, на 8 марта вместо айфона. Честно, вот правда, сложная история очень. Может быть, вы просто, ну, сами про себя это знаете, да. Давайте так. Все же, а насколько вы просто вот в нормальные, адекватные отношения готовы? Вы увидите, куда вы сейчас пытаетесь нормально и адекватно, если вас лечить психологически надо? А вы пытаетесь найти человека, который вас спасет из этого состояния. Перебирая те жезлы, посмотри, которые уже вот все потухли. Выбирая варианты. Он тебя спасти как-то не собирается, не пытается. Ладно, окей. Давай, как он вообще к тебе относится одной картой? Ну вот смотри, энергия твоя нравится. Правда. Вот энергия нравится. Это что, 8 жезлов? Карта мира. Ну, опять это вот какие-то, смотри, либо свидания на расстоянии, потому что карта мира, да, показывает нам. Еще как к тебе относится башня. Ну, типа вот. Может, это, знаешь, какой-то роман на работе должен бы случиться, не случиться, вот что-то такое, да. Может, правда, здесь кто-то не свободен, все никак не может закрыть свои гештальт прошлые с отношениями звездами, что башня. Башня и карта мира. Что-то вас очень сильно разъединяет. Может, вы знаешь, вообще просто разных, давайте, сословий люди. Может, разные, странные, еще что-то. Окей.
А вы, значит, раненая, все-таки вот в какой-то момент метания вы пытаетесь условно реанимировать как бы то, что либо, ну, не то, что оно умерло, я не могу так сказать, но там просто на самом деле человек пытается оставаться при своих интересах. Для того, чтобы, видимо, быть с вами, да, или удовлетворять какие-то ваши желания, сильно придется поступить со своими интересами, он не готов. Вообще не готов. Ладно, хорошо. Как вы его вообще видите? Кто он вот в отношении для вас? Кто он? Он для вас лучик, да, света в темном тоннеле. И мое солнце, и люблю, и все. Это мое солнце моей жизни. Ну вот, пожалуйста, и солнце, и туз пентаклей. Слушай, либо вы вцепились в мужчину, ну, правда, вцепились вот без обид, я же показала карты, да, которая реально обладает всеми вот этими, как вам сказать, ресурсами, которые вам нужны, и, скорее всего, это и он мог бы быть и классным, допустим, отцом вашему ребенку, ну, при условии, что у вас ребенок уже есть, потому что, ну, может, в принципе, вы уже видите там его отцом будущим. Вот все в этом мужике, короче, есть, да, солнце и туз пентаклей, вот ценный, поэтому вот ощущение, что только он, значит, как волшебник в голубом вертолете, да, вылечит меня от вот этих вот всех ран, которые, может, он сам и нанес, мы не знаем, вот. Ну, вот вы почему-то действительно молитесь на него, как на свет в окошке. А он вообще вот в курсе вот того, что вы так к нему относитесь? Да, да, скорее всего, вы это показывали, потому что вот она, 7 пентаклей, и есть ощущение, что чем вы пытаетесь быть ближе к нему, тем он дальше от вас, да, но при этом он держится, знаешь, как на безопасном расстоянии, абсолютно не уходит из вашего поля зрения никуда, потому что он такой, вот ощущение по 7 пентаклей, короче, вот постоянно наблюдает, да, наблюдает, потому что ему надо, чтобы ты как-то вот вела себя так, как ему надо, да, давай посмотрим. Давай посмотрим, вот как ты себя ведешь сейчас, на данный момент. Так. Ну, ты, скорее всего, вот прям возлагаешь на него очень большие надежды по страшному суду. Типа, иди меня спасай. А ему надо, чтобы ты как себя вела? 5 жезлов, королева кубков. Чтобы ты доказала, почему именно тебя и именно он должен спасти. То есть он не понимает, почему и с какого хрена ты, значит, ему вот наваливаешь, что он теперь, возможно, ответственный там за свою жизнь. Ну, слушай, может, он тебе когда-то что-то пообещал, это было не по трезвому состоянию, и он уже, знаешь, уже ничего не помнит. А ты вот решила все, что вот он тебе должен. Ну, какой-то момент такой, да. При этом ощущение, что он правда мог оставить тебя в какой-то сложной ситуации. Возможно, есть какие-то обиды, претензии. Он понимает вообще, что ты можешь на него обижаться. Иерофант. Да, да. Потому что здесь какое-то было предательство, да? Предательство любви, скорее всего. Больше мечей. Знаешь, можно насчитать, что, может, ты неправильно поступил с этим всем предательством любви. Но оно было вот между вами. Было между вами. Окей. Давай. Смотри, вот что хорошего он в твою жизнь принес, и что плохого, да, если мы с тобой смотрим, какую роль вы играете в жизни друг друга, что хорошего он тебе дает, что тебе хорошего он дает. Ну, знаешь, как вот ты понимаешь, что у тебя какой-то как шанс появляется, да, 2 пентаклей. Относительно чего шанс? Господи, ты такая странная, ты с помощью одного мужика пытаешься забыть другого. Потому что у тебя 2 пентаклей, спрашиваю, на что шанс, там король мечей. А вот как раз король мечей, это либо сбежать вот из тюрьмы какой-то ментальной своей, да, знаешь, может, отношения у тебя есть там с кем-то, у тебя не все не клеится. Это вот на вот этого человека, на которого смотришь, вот он присутствует в твоей жизни, но вы точно не в отношениях, нам мне это показали бы. Ну вот, а тебе почему-то кажется, что он должен прям тебя от этого тирана забрать, понимаешь? У тебя, получается, один мужик должен спасти тебя от другого. Вот так вот. А почему говорят, что это хорошая история для тебя?
Ну, потому что, по идее, смотри, в чем прикол. Ты вот будешь надеяться на него, а потом спасешь сама себя. Понимаешь? Сама себя. Самостоятельно, может быть, больше станешь. Да, есть такое. Есть такое. Вообще у меня четкое ощущение, что спасет тебя вообще кто-то третий. Вообще абсолютно случайно. Да, тот, который не знает ничего про твои драмы. Так, будет, видимо, проплывать на корабле, а там ты такая прям лежишь в осколках, да, корабля прошлых отношений. Женщина. Хорошо. А что тогда у нас плохого, да, он приносит? Что плохого? А то, что вот ты из-за него как будто не можешь больше ни с кем отношения построить, да? Рыцарь мечей и жрица. Он как будто подрывает твою самооценку, твое знание относительно себя. Видишь? Да, рыцарь мечей, туз мечей. Как будто он тебе не дает анализировать, я не знаю, может, у тебя просто инстинкты тут преобладают, просто не дает, не дает анализировать, и не дает тебе, как бы, знаешь, там, как тебе сказать, вот, знаешь, наваливает информацию, которую ты там принимаешь на веру абсолютно относительно себя, а ты вообще не такая. А он вот какой-то момент, что он был как будто ментально тобой управлять может, да, прям руководит. Вот, видишь, что он является императором твоей жизни, вот что плохо. Не ты сама, да? А он, вот, это не очень хорошо. Ладно. Ты же понимаешь, что спасение вообще от чего-то третьего, и то не сразу. Ну, от кого ты имею в виду? Хорошо, ты. Положительный момент о чем здесь? Такое ощущение, что ты как будто ему прям, знаешь, освобождаешь путь. Что-то хорошее, новое, да? 8 кубков, 7 мечей. То есть ощущение, что человек на самом деле понимает, чего он хочет вот рядом с тобой, да? Может быть, он, знаешь, как время воровал твое, свое, а потом вот поймет, что нужно уже, видимо, идти куда-то дальше. Да, он очень много времени как будто тратит, то есть на какие-то разборки, на какие-то иллюзии, мороки эти все непонятные. И он благодаря тебе понимает, да, что нужно двигаться вперед. Он в какой-то вот такой бесконечной ментальной войне, знаешь, пребывает. Вот 8 кубков, ты как его освобождаешь, получается, от вот этого всего мусора. Это ощущение, знаешь, какого-то недоверия, ощущение какого-то выживания, да, ощущение, что все вокруг сволочи. А это именно про то, что ты своей вот этой любовью, своей верой в него, ты ему открываешь как новые пути, новые дороги. Это хорошее, а плохое, что ты ему приносишь в его жизнь? Сила и 5 пентаклей. Да знаешь, наверное, какое-то внутреннее ощущение недостойности. Потому что у него вроде открывается, смотри, какие-то новые горизонты, достичь он их не может по 5 пентаклей. И 5 кубков, он очень сильно сожалеет по этому поводу, что он, может быть, раньше, знаешь, ему нужно было копить ресурсы или там, допустим, не доверять безоговорочно людям, еще что-то. Вот сейчас он просто понимает, что это упущенные шансы. Тогда, когда шансы есть, они реально уже упущены. Ему очень страшно по этому поводу. Потому что он понимает, что его либо корабль уплывает, знаешь, может, у вас там разница в возрасте, может, еще что-то. Он говорит, столько я просто пропустил, профачил вот этого времени. С одной стороны, это и хорошо, и плохо, потому что, плохо, что он там в иллюзиях находился, да, ты ему открываешь там путь. А как бы хорошо, что у него реально там есть шанс что-то делать. Но он сейчас ничего не делает. Вот через какое-то время, возможно, даже через какое-то время. И, может быть, если вы даже друг друга освободите, то у вас у каждого еще будет по-другому, но очень красиво. Ну, давай так, одной карты буквально. Связь ваша с точки зрения высших сил. Вот роль, да, 2 карты вытащила. Да, 8 пентаклей, 7 кубков. Да, слушай, что ты построила какой-то кукольный, да, домик, и он стал какой-то игрушкой в твоих руках.
И что вон, то есть как бы не он тебя хорошо не знает, не ты его хорошо не знаешь. Ну, просто вот вы вместе жили в иллюзиях относительно друг друга. Двоечка, ну вот такая была у нас картина событий. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Ну что, вы в каких-то эмоциях, чувствах, там готовы двигаться, видимо, вперед по отношению к этому человеку, да? Рыцарь кубков, пятерка жезлов, преодолевать всякие неприятности, преграды, может быть, какой-то момент соперничества, если мы опять же рассматриваем, что может у него кто-то есть, там, потому что момент ревности присутствует все-таки, потому что вот мой мужчина, я его выбрала, вот такой какой-то момент, да? Может быть, это еще про то, что вы с этим человеком можете находиться в официальных отношениях, но все равно какой-то момент ревности может присутствовать. Сейчас посмотрю, вот пятерка жезлов, при чем? Паж Пентакли. Ну, потому что мое, я вот не отдам свое, да? Может, у нас дети там есть, вот что-то такое, да? Я, говорит, свое не отдам. Это мое. Мы тут что-то вместе строили. И есть, опять же, ощущение, что это больше какие-то отношения партнерские, да? Королева жезлов. Пятерка мечей. Вы как будто, знаете, рьяно охраняете свою собственность. Прикольно. Прикольно. Хорошо. Он. Я, конечно, ржать буду, если опять мне шута вывалит. Звезда. Королева Пентакли. Да нет. Здесь, наверное, это правда про то, что человек действительно мог бы двигаться по намеченному вами пути. Угу. Королева Пентакли, жрица, да, то есть здесь на самом деле человек, который с удовольствием будет ведомый, да, под управлением именно мудрой женщины. Я уж, конечно, не хочу говорить, что там есть жена, есть любовница, но мне тогда интересно, а что вы так рьяно его охраняете как собственность свою? Вам кажется, что это постоянно на него претендуют или у него реально какие-то двойные отношения? Сейчас еще. Но это же все равно по отношению к вам. Королева, жрица, суд. А тут, слушайте, девочка, тут выбор, кстати, может быть, да? Либо выбор, либо если вы четко уверены, что у него как бы никого нет, то это именно про то, чтобы вас, возможно, переводить, да, либо в следующий статус этой королевы Пентакли, относительно чего суд. Да, тут суд, туз кубков, шестерка кубков. Тут вопрос, конечно, его прям накрыло относительно семьи, относительно выбора, может быть, душевного, духовного. Ну ладно, давайте. Вы его как видите вообще в своей жизни? Кто он для вас? Тот, который вам какой-то свет показывает, путь, маяк ваш, да? Да все-таки, знаете, человек, который является своего рода вашим спасением, да, от того, что сейчас происходит. Вы как будто вот прям ждете, чтобы он вам подал какой-то сигнал, и вы такая раз и собрала чемоданы. Как будто ждете его решения какого-то, да. Хорошо. А вы в его жизни?
То есть вот такая фраза идет: ты уж определись, а он еще никак определиться не может. Хорошо. Вот, наверное, не смотрели бы, да, если бы ситуация несложная была. А вы в его жизни? Чемодан, короче, без ручки. Давайте по-честному. 10 жезлов, правосудие. Вот он что-то вам либо обещал, либо что еще? Может, вы что, являетесь официальной женой? О чем здесь? 10 жезлов, правосудие, 3 жезлов. Давайте так, достойный партнер. Да, достойный партнер, 3 жезлов. Но здесь какая-то бизнесовая история, может, сотрудничество, либо которое затянулось уже, либо это просто, знаете, ну что там, какой-то флирт на работе, который вы хотите перетащить во что-то более серьезное, да, 3 жезлов и шут. А ему вот как-то стало сложно. Почему по шуту стало сложно? Шут, отшельник. Ну, потому что, в принципе, что, может, это вы на него там давите, да? На принятие решения. Ладно, давайте. Сейчас еще. О чем, почему ему так сложно по шуту? Шут, 8 жезлов, туз мечей, иерофант. Потому что правильно было бы все закончить, он говорит. Правильно было бы все закончить. 2 кубков. Потому что он как будто ему совестливо, возможно, давать вам какую-то ложную надежду. Вот в чем дело. Да? Что-то вас связывает, но давать ложную надежду не хочет. Окей. Как он еще вас видит в своей жизни? Туз жезлов, 2 кубков. Понятно, да? 2 кубков, 10 кубков. У меня вот ощущение, что я сейчас смотрю человека либо с двойными стандартами, двойным дном, либо с биполярным расстройством, потому что только что он очень сильно хотел рвать с вами связь, а уже сейчас видит вас полноценной семьей. Смотрите, 10 пентаклей, 4 жезлов, 10 кубков, 2 кубков, туз жезлов. То есть все важные, да, вот эти все стихии, условно, в жизни мужчины здесь задействованы, да, любовь есть, страсть есть, смотрите, да, радость вообще есть, приятное времяпрепровождение есть, да, семейные отношения есть. Он это все видит, понимаете, с вами. Ну, это надо смотреть вообще, что же у него тогда не получается здесь. Потому что роль-то вы очень важную играете в его жизни. Он очень много думает, планирует, рассчитывает. Потому что он говорит, что вот какой-то богатый сундук должен быть с приданым, да, с его стороны. Надо куда-то эту императрицу привести, там, либо в какой-то дом, либо что-то еще. Ладно, давайте, знаете что? Что хорошего он принес в вашу жизнь? Что хорошего? Ну вот смотрите, на самом деле радостную весть, да, я тебе принес, Глафира. Да. Потому что здесь прям обновление энергии, здесь какая-то свежесть, здесь молодость, да, здесь вот может быть повышение самооценки. Смотри, по жезлов влюбленные, это какая-то прям даже это подростковая, может быть, любовь, да, взаимосвязь. Очень много в этом все энергии. Это, знаете, то, во что вы не должны были идти, если бы включили голову, но голову вы не включили, понимаете? Если бы ее включили, у вас бы ничего с этим человеком не произошло бы. Хорошо. А что, собственно, плохого принес, да? Иерофант, 8 кубков. А вот как раз, когда голова включается, мы понимаем, что с этим человеком сложно выстроить отношения, да? То есть вот что плохого? То есть вот какой-то момент все-таки контрзависимости, что мы подсознательно начинаем включать вот эти качели, да, потому что мы сами партнера отдаляем от себя. Потому что мы слишком боимся здесь потерять голову. Хорошо. А вы что хорошего принесли в его жизнь? 9 мечей, да? Вообще. И карта мага. Ну,
Наверное, знаете, это вот тот момент, когда вот он такой был вольной птичкой, а здесь вот понял, собственно, что он действительно хотел бы либо под чье-то крыло, либо в сотрудничество, в долгосрок, там, ну, знаете, как в долгие отношения. Вот, в семью он захотел. Его действительно накрыло, ему страшно вообще, да, что все-таки это может быть игра в долгую, да, а он так не хотел. Это что хорошего, а что плохого? Шестерка мечей, шестерка пентаклей. Ну, опять же, вот знаете, вот этот момент о том, что я бы очень хотел, но у меня не получается, я не могу, да, у меня есть только фантазии, у меня есть только идеи, соответственно. И что плохого? Это он постоянно хватается за какие-то идеи, да, чтобы понять, что же из этого он может материализовать, да, какое образование получить, какую работу найти, я не знаю, там, как правильно резюме писать. То есть, конечно, ему это все плохо, потому что как-то, видимо, общение с вами, оно, опять же, подразумевает, что здесь напрягаться надо, да? Все-таки нужно напрягаться, чтобы было то, что ты хочешь, да, чтобы у тебя была вот эта женщина, которую ты хочешь видеть своей женой, чтобы у тебя была семья. Здесь прям напрячься придется. А вот как-то, знаете, он прям к этому вообще не был готов. Но тут вот, знаете, такая история, что он все-таки еще пока не до конца с этим всем определился, потому что он сам еще не до конца себя понял, что он хочет, о чем мечтает. Потому что такое, смотри, между прошлым и будущим находится. Такая интересная позиция у нас по третьему варианту. Мне кажется, что здесь все равно каждый остается, знаете, при своих интересах. Ну, как бы ничего плохого нет. Каждый просто при своих интересах. С вами была я, ваша нейроведьма.